Всем привет! Вы на канале Честный Трейдер. Здесь мы честно тестируем популярные стратегии трейдинга на живом графике. Сегодня тестируем стратегию с тремя очень популярными индикаторами Stochastic, RSI и MACD. Эту стратегию обсуждали многие блогеры. Вот один из них. Она имеет около 600 тысяч просмотров и 24 тысячи лайков. Автор проверяет ее на уже построенном графике, и она выдает ему неплохие результаты. Проверим, насколько это правда и как три этих индикатора работают вместе. Все три индикатора мы используем с базовыми настройками Stochastic, RSI и MACD. Мы используем криптовалюту AP USDT 5-минутный таймфрейм. Для того, чтобы открыть сделку на покупку, необходимо, чтобы индикатор Stochastic выходил из зоны перепроданности, индикатор RSI находился выше линии 50, и линия MACD пересекала сигнальную линию снизу вверх, либо находился выше нее. Здесь все три условия соблюдены. Мы открываем сделку на покупку. Стоп-лосс ниже последнего колебания цены. Отношение прибыли к убыткам как 3 к 2. Здесь мы видим прибыльную сделку. Для открытия сделки на продажу необходимо, чтобы Stochastic выходил из зоны перекупленности, индикатор RSI находился ниже линии 50, и линия MACD пересекала сигнальную линию сверху вниз, либо находилась ниже нее. Здесь эти условия соблюдены. Мы открываем сделку на продажу. Стоп-лосс выше последнего колебания цены. Отношение прибыли к убыткам как 3 к 2. Здесь мы видим тоже хорошо успешную сделку. Важно знать, что мы не входим в сделку, если индикатор Stochastic находится в зоне перекупленности либо перепроданности. Например, здесь, получив сигнал от Stochastic об открытии сделки на продажу, мы получаем подтверждение от RSI на открытие сделки и ждем подтверждения от индикатора MACD. Получив подтверждение от индикатора MACD о входе в сделку, мы видим, что Stochastic находится в зоне перепроданности, поэтому в сделку мы не входим. Что мы видим дальше? Цена пошла не в нужную нам сторону. Перед тем, как посмотреть тест стратегии, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал и поставьте колокольчик. Это очень сильно нас мотивирует.
Совершив 100 сделок, мы очень сильно удивились, что количество выигранных сделок составило 55%, что не сильно отличается от результата автора, несмотря на то, что эта стратегия пропускает почти все большие колебания цены. Например, после срабатывания индикатора стохастик мы ждем подтверждения входа в сделку индикатором RCI. После подтверждения мы видим, что стохастик уже находится в зоне перекупленности либо перепроданности, что ограничивает наш вход в сделку. Также очень часто ограничивает вход в сделку индикатор MACD. Например, получив сигнал от стохастика и подтверждение от RCI, мы видим, что линии MACD не позволяют нам войти в очередную прибыльную сделку. 100 сделок мы ловили 36 дней, капитал увеличился на 26% или на $263. Эта стратегия оказалась чуть лучше, чем те, что мы тестировали ранее. Пожалуйста, посмотрите другие наши тесты, чтобы выбрать для себя лучшую стратегию.